Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Мастера часто говорят про себя «сапожник без сапог». Настало время выполнить себе маникюр. Как создавался этот дизайн, смотрите в этом видео и поехали! Вот так выглядят мои ногти спустя 1,5 месяца. Да, 2 из них оторвались. Ну как оторвались? Они отслоились сначала, и потом я их подрезала, чтобы не было больно, потому что это действительно доставляло дискомфорт. Ну и они теперь выглядят так, к сожалению. На самом деле на эти ногти я выполнила несколько коррекций, честно, даже уже сбилась со счету, 3, может быть 4, постоянно докладывала только блески в зоне кутикулы. Такую коррекцию я называю ленивой, и выполняется она достаточно просто. То есть нам не нужно спиливать полностью весь цвет, молочный в моем случае, просто докладываются блески в зоне кутикулы, правильно выстраивается архитектура и все. В принципе, я была очень довольна этими ногтями, и вы не поверите, вот ходила с ними 3-4 коррекции, и мне абсолютно не надоел этот дизайн. Он сейчас мне максимально подходит, я люблю золотой цвет, мне нравится молочный, и на самом деле мне даже было жалко с ними прощаться. Но все-таки на канале как-то одно и то же не камильфо показывать, поэтому решила выполнить сегодня другой дизайн, который также будет в этом же стиле с растушевкой молочным. Снимаю старое покрытие и выполняю маникюр. Да, конечно, ногти не в очень хорошем состоянии. Подозреваю, что в прошлый раз, видимо, я не все убрала, не все отслойки, либо же базу, которую я использовала, она мне не подошла. Честно говоря, даже сказать не могу, потому что до этого вроде все было хорошо, никаких отслоек не было, чему я была несказанно рада. Но ничего, теперь выполним новое перенаращивание. Подготавливаем ногти и убираем свободный край полностью. Конечно, выполнять само себе наращивание – то еще удовольствие. Обычно я выполняю наращивание на одной руке где-то за 2,5, а то и 3 часа. Но с другой стороны, в каком-то роде это такой релаксирующий процесс, когда ты созидаешь, создаешь что-то красивое. В общем, тоже есть над чем подумать. Себе обычно выполняю комбинированный маникюр. Кстати, в предыдущий раз делала только с ремувером. Не знаю, возможно, и ремувер стал причиной отслоек. Для приподнятия кутикулы использую насадку пламя с красной насечкой, так как кутикула у меня небольшая и необходимо слегка ее приподнять. Кутикулу, которая торчит, срезаю ножницами. Она у меня очень тонкая, поэтому где-то получается единой полосочкой, а где-то некоторыми кусочками. Следующим этапом подготавливаю себе формы. Делаю именно в таком порядке: сначала подготовку, а затем уже их установку, для того, чтобы потом было удобно устанавливать самой себе формы. Свободный край у меня достаточно плоский, поэтому формы приходится подрезать не вглубь, а по бокам, делая вырез более плоским, и делаю насечки для высвобождения валиков. Тут важно обратить внимание на рост ногтевой пластины. Например, указательный у меня растет ровно, а средний – трамплин. Поэтому не могу поставить форму с таким вырезом, который есть сейчас. Нужно форму вырезать по боковым сторонам, чтобы она установилась ровно под форму натуральный миндаль. Из точек роста отмечаю насечки. Вырезаю их по длине где-то 7 мм. Смотрю, чтобы центральная ось была в продолжении центральной оси пальца. Для адгезии наношу бескислотный праймер. Далее подложку из пластичной базы от Космопрофи тонким слоем. Просушиваю в лампе. Она так интересно светится, прямо неоновый оттенок. Просушиваем базу 30 секунд и устанавливаем формы. Склеиваем ее симметрично, зажимаем в острый треугольничек, устанавливаем на палец. Смотрим, чтобы центральная черная линия была в продолжении центральной оси. Для подложки буду использовать гель бирюзового цвета. Его также можно получить путем смешивания молочного и бирюзового гель-лака.
Таким образом, смешивая гель-лак с гелем, можно получить любой цветной гель. Если вы еще не знали этот лайфхак, обязательно поставьте пальчик вверх этому видео и попробуйте. Это действительно очень расширит вашу палитру и, соответственно, расширит ваше предложение клиентам. Делаю подложку для формы миндаль. Просушиваю в лампе. Теперь дополним небольшим дизайном. У меня светоотражающий гель-лак, растягиваю его до центральной части ногтя. На мокрую поверхность ставим крупные шестигранники и распределяем. То есть дизайн, опять же, не сильно отличается от того, что был, за исключением того, что подложка у нас из цветного геля, за счет чего будет другой эффект. Добавляю хлопья юки в зоне кутикулы и теперь выполняем выстраивание архитектуры при помощи моего любимого молочного геля от Космопрофи. Он удобный по консистенции, быстро разравнивается. Единственное, он достаточно плотный, поэтому в зоне кутикулы кладу его с некоторой растяжкой, чтобы все-таки не перекрыть все блестки, и стягиваю на себя. По желанию на этом моменте можно и снять формы. Я решила оставить, так как подложку сделала очень-очень тоненькой. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. И сейчас выстраиваю архитектуру таким образом, что у кутикулы практически нету материала, то есть нужно будет достроить эту зону. Для этого использую прозрачный гель средней вязкости. Выстраиваю правильную архитектуру и формирую апекс. Стягиваю на себя материал прозрачный на свободный край. Он потом опилится и его там не останется, там будет только молочный. То есть наша задача достроить именно зону у кутикулы. Окончательно полимеризуем ногти 1-2 минуты в зависимости от геля. Снимаем липкий слой и приступаем к опилу. Оформляем свободный край, сравниваем длину и проходимся по поверхности. На самом деле гениальный человек, мне кажется, придумал такие растяжки при помощи молочного и блесток или других цветов. Это всегда смотрится интересно, вот на мой взгляд. Миксуя цвета, можно получать различные дизайны. Но что-то показалось мало, решила добавить слайдеры. Вырезаю, кладу на влажную салфетку и буду переносить на праймер. И тут случился некоторый казус, с которым я столкнулась впервые. Слайдер очень плохо отходил от бумажной подложки. То есть его пришлось достаточно долго размачивать. То есть учтите, что иногда даже бывает такое, что нужно побольше его смочить, чтобы он лучше отходил. Прохожусь вокруг слайдера праймера для того, чтобы пленочка немного растворилась и остались только рисунки. То есть праймер, он как бы растворяет эту пленку. И затем уже покрываем топом. Топом покрываю с небольшим выравниванием, чтобы перекрыть эти слайдеры. Слайдеры как раз таки подобрала под цвет своего маникюра. По-моему, получилось очень здорово. Думаю, что еще успела с цветочками, с лепесточками. Мне кажется, всегда актуально. Смотрю, чтобы ничего не топорщилось, поправляю и отправляю в лампу на просушку. Понравился результат? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, смотрите и другие ролики на канале, где выполняю маникюр на себе. Всем успехов в работе! Счастливо! Пока-пока!